Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Топ-тема номер один – это же саммит БРИКС 22-24 октября. Вот сейчас у нас 24 число, последний день саммита. И вот уже дважды Си Цзиньпинь, если я не ошибаюсь, сказал неприятное для Путина. Он вчера, 23 сказал числа, в рамках саммита, он призвал отказаться от подливания масла в огонь и, цитирую, втягивания в войну в Украине третьих стран. Это на фоне информации, что войска КНДР должны оказаться в Украине. Много об этом говорят. И вот сегодня тоже Си Цзиньпин сказал, что нужно фактически останавливать войну, не эскалировать и, опять-таки, не подливать масло в огонь. Насколько это может быть сигнал именно Кремлю и Путину, господин Инус? Вот смотрите, видите, вы уже несколько дней, я имею в виду вы, украинское информационное поле, волей-неволей комментируете все, что связано с БРИКС. Вот. И я помню, когда мы говорили с вами и в предыдущих эфирах, и не только с вами, я всегда старался объяснить, в чем цель России, да, вот именно этого форума, и почему сегодня это заседание этого БРИКС более информационно звучит сильнее, нежели это было в предыдущие заседания того же БРИКС. А все от того, что ежели все годы существования этого БРИКС, геополитическая ситуация, она была более-менее аморфной и так более-менее прогнозируемой с момента создания этого БРИКС и с момента того, что происходило во взаимоотношениях Запада и России. Да, в первую очередь Запада и России, потому что Россия одна из ключевых стран этого БРИКС, и конфронтация, и даже с Китаем такой конфронтации не было. Да, с Россией конфронтация начиналась, можно сказать, с 2008 года, да, и все годы существования того же БРИКС. Да, если так взять и грузинский конфликт, и украинский конфликт, я имею в виду, и аннексия Крыма, и бойня в Донбассе. И вот эти все, ну, то есть все началось с заявления Путина в Мюнхене. Да, это почти уже, ну, скоро будет 20 лет. Да, и это же БРИКС все годы существования. Поэтому на самом начальном этапе БРИКСу не была отведена такая большая роль по той простой причине. Запад вроде бы со всеми странами этого БРИКСа, включая ту же Россию, спокойно делал деньги, то есть загонял все эти проблемы вовнутрь. Я имею в виду грузинскую тематику, украинскую тематику, а все другие тематики также не присутствовали. Я имею в виду и приднестровскую тематику, и карабахскую тематику, да, между Арменией и Азербайджаном. Вот. И была тишь да гладь, то есть для бизнеса, да, на постсоветском пространстве. И во главе этого бизнеса стояла та же Россия. И тут, как вы видите, по этому уровню этих санкций, которые сегодня принимают, все равно миллиарды тикают, да, с Европы в Россию и обратно. И это говорит о том, на каком уровне был этот бизнес процветал. И именно поэтому не было необходимости раскручивать тему этого БРИКС, так сказать, как центр антизападный. Хотя он был из самого начала задуман как именно центр, именно G7, противопоставить именно G7, а не тому же Западу. Потому что, если вы помните, G7, видите, там Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, посмотрите, где находятся, и европейские страны, да, то есть главные страны Германия, Италия, Франция и Великобритания. И таким образом они же создавали также БРИКС, да, если взять расстояние между Бразилией, Южная Америка, Африка, там Южная Африка, и потом главные страны Юго-Восточной Азии, да, Индия, Китай и сама Россия. Поэтому это именно так было создано. Но опять же, как такового противостояния этого не было. А если говорить чисто в институциональном плане, и, конечно, «семерка» была более сильна, по той простой причине там находилось 65% всей экономики планеты, ВВП экономики планеты, и плюс там так структурированный, и он очень много их объединяло. В первую очередь тот же Евросоюз, да, в котором собрались ведущие страны мира, и они были, союзнические отношения между ними существовали, да, напрямую, в первую очередь в рамках системы того же НАТО. А в БРИКСе этого всего не было.
И никогда не разговаривали так открыто, что это нужно здесь создать альтернативную экономическую какую-то систему, финансовую систему. Просто встречались как на политической платформе. Вот, они точно так же встречались там, в Швейцарии, в Давосе, там вот регулярно встречаются, вот разные платформы. Здесь тоже собирались те, которые в той или иной мере не приветствовали определенные ценности этого западного мира. Вот, потому что, как вы понимаете, западный мир в принципе в массе своем был христианским, а здесь собирались, как вы видите, и религиозные у них совершенно другие воззрения, и идеологические у них другие воззрения, а в целом у них и политические системы у них совершенно другие, близко не стоящие к западному миру. Да? Ни одной из этих стран, даже как бы не говорили про ту же Индию, вроде бы говорят демократическая страна, там далеко до той демократии, которая есть в западных странах. Да? Те, которые рассуждают на эту тему, они совершенно наверняка не владеют ситуацией той же, что было что есть в той же Индии. Да? Далеко не случайно тот же Нарендра Моди до последних времен был персоной нон-грата здесь, в Соединенных Штатах Америки, когда он был губернатором штата Гуджарати. Вот. И поэтому, когда началась вот эта полномасштабная агрессия и противостояние между Россией и коллективным Западом дошло до апогея, то есть уже по многим моментам они даже перешагнули за красную черту, и те, и другие, и Запад в отношении России, и Россия в отношении Запада. Ну и железный занавес стал опускаться, и Россия, конечно, понимала, что нужно использовать эту платформу по полной программе. В политических целях, в идеологических целях и в информационных. Но насколько цели и задачи России совпадают с теми странами, которые создали этот БРИКС, вот воочию сейчас мы увидели вот на этом заседании. И то, что вы сейчас говорите, эти два заявления Си Цзиньпиня, я бы к ним добавил бы и заявление той же Индии, которая в первую очередь заявление того же Нарендра Моди, который открытым текстом сказал, что не надо противопоставлять БРИКС как альтернативу тому же другим существующим международным институтам, да, потому что во всех этих институтах присутствуют и работают все эти страны, которые вошли в этот БРИКС вместе с той же Россией. Они когда-то вошли и заработали. Просто сейчас у России конкретные проблемы. Получается, если Россия имеет эти проблемы, то эти проблемы не связаны с этими странами. Эти страны не хотят иметь этих проблем с тем же Западом. Тем более они с ними торгуют на полную катушку. И не только Индия, а намного больше также тот же Китай и Бразилия, и все страны, которые входят в тот же БРИКС, да, вот, которые основали этот БРИКС. Исходя из этого, конечно, мы должны понимать, что если цели и задача России перевести что-то в предметную плоскость, они не дали никакого результата. Они имеют результат чисто ноль. Там никакого, потому что этого и не стоило было ждать. В принципе, все на эту тему эксперты в той или иной мере, владеющие ситуацией, они так и говорили. В первую очередь, это касается и альтернативной финансовой системы, я имею в виду SWIFT, вот, и многих других моментов, которые рассматривались бы в предметной плоскости как альтернатива. Но с точки зрения того, что это, конечно, очень хорошая платформа для того, чтобы объединить и поднять еще раз голос, совершенно не соответствующий тому, что сегодня той повестки дня, которая сегодня декларируется на Западе, да, Россия это по полной программе использует, и вы видите сегодня именно на этом саммите президент России очень много уделил внимания взаимоотношениям конкретно с Западом, очень много говорил о российско-украинской войне, о северокорейской тематике и по всем другим направлениям именно его взаимоотношения России и Запада через призму вот этой агрессии России против Украины. И ни слова не сказал про успехи или неуспехи, но он просто выдавал желаемое за действительное, я имею в виду касательно БРИКСа, да, но это не нашло подтверждения ни в одном документе, это не нашло подтверждения ни в каком заявлении, а это просто в обтекаемой форме, в виде приличия было озвучено там, мирная инициатива, там я имею в виду китайская, бразильская, вот Казахстан, опять же, заметьте, подключается к этому, и Казахстан подключается именно к инициативе Китая и Бразилии, потому что Казахстан для Казахстана сегодня из всех стран на планете номер один в плане стратегического партнерства это является, конечно, Китай. И поэтому Казахстан поддерживает именно китайскую тематику, не российскую, не украинскую, не американскую, так скажем, да, вот во всех. Но Казахстан не выступает против них. Но он, в первую очередь, подчеркивает интересы того же Казахстана. Да? Если интересы Казахстана с Китаем, а интересы Индии, они не совпадают с интересами того же Китая. И заметьте, как можно говорить о едином позиции того же БРИКС, когда там, в первую очередь, главные скрипки играют
Индия и Китай. И не просто так президент России постарался, чтобы они стояли один справа, другой слева, да, как фотография, публичная демонстрация единения. Но там нет никакого единения, потому что в первую очередь нет этого единения между Индией и Китаем. Они противники. Они очень жесткие противники, они по всем направлениям, они политические противники, идеологические противники, экономические противники и чисто геополитические противники. Поэтому, зная о том, что основу этого БРИКС составляют в первую очередь эти же страны, трудно видеть, что их может что-то там, какие-то моменты объединять. Я уже не говорю о том, что туда добавляют, что и стремятся туда некоторые такие страны. Тот же Пакистан, если он там вдруг появится, но, как вы видите, Индия жестко стоит на позиции того, что никого не допускать туда, кроме, в первую очередь, да, то есть можно собирать каких-то сочувствующих, которые с правом, так сказать, как без права голоса, да, будут приходить туда, как наблюдатели, да, их можно собирать, но их поднимать на уровень основателя этих БРИКС не стоит этого делать, поэтому Пакистан трудно будет попасть в этот БРИКС, пока там находится та же Индия, но мы же понимаем, где находится Пакистан, значит, как это будет использовано. И еще, я думаю, тот же Запад далеко не случайно так спокойно реагируют. Я слежу за реакцией западного мира, да, и в первую очередь не пропагандистов, там, которые популисты, которые болтают ахинею, а именно экспертов, которые были в большой политике, да. Вот я вам честно скажу, я всю жизнь, если вы знаете, регулярно вам говорил, что я не слушаю вообще ни одного русскоязычного эксперта, потому что в моем понимании этих экспертов нет. Потому что если мы говорим про Америку, эти эксперты должны работать или в Белом доме, или в Конгрессе, или в какой-то администрации, Совете национальной безопасности, то есть или в Пентагоне, или в разведке, или работали послами. То есть если вот такого типа люди, которые знают, как строится политика здесь в Соединенных Штатах Америки. Также такого типа уровня, который есть в Европе. А все те, которые сегодня выступают, рассуждают на эту тему, и будь то они китаеведы, будь то это тема Ближнего Востока или на тему Америки, это все в основном диванные эксперты. Поэтому в массе своей, если человек не был в большой политике изнутри, и он не понимает, как строится эта машина, и как работает машина пропаганды, что говорят одно, а как это в реалии, и он не может тогда прочитать, что такое это БРИКС, для чего это там собралось, и стоит ли на это обращать внимание. И поэтому я, слушая, так сказать, мониторя информационное поле здесь на Западе, я вижу, они спокойно на это реагируют. Их не беспокоит совершенно вот то, что там произошло, там БРИКС, потому что они прекрасно понимают, что в предметной плоскости, как я там сказал, там будет спокойно зиру. И, ну, это будет иметь, и имеет это чисто информационный эффект, идеологический эффект для России, в первую очередь, для ее внутренней аудитории, дабы нейтрализовать, например, эффект от последнего месяца такого сильного наезда информационного со стороны Украины. Я имею в виду хотя бы с момента приезда президента Зеленского в Организацию Объединенных Наций и до момента его объявления о его плане победы и о том, как это все происходило. Да, в течение месяца вся планета только об этом и говорила, да, про президента Зеленского, про Украину и на украинскую тематику. И она очень сильно сегодня вошла и в президентскую кампанию здесь в Соединенных Штатах Америки. И именно чтобы это нейтрализовать, конечно, президент России подготовился, вся его команда подготовилась, и они постарались по максимуму выжить из этой ситуации в информационном плане, в идеологическом плане. Надо признаться, это им очень удалось, очень хорошо. Они даже добились того, что приехал туда генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, и ваш наезд на генерального секретаря ООН совершенно мне непонятен, потому что генеральный секретарь, он может ездить куда вы хотите, он может ездить и последнему преступнику, потому что это Организация Объединенных Наций, так она и создана. И туда, и более того, по уставу ООН, американцы обязаны давать визу даже самому последнему преступнику на планете. И он может прийти туда, получить визу, выступить на трибуне, сесть, уехать оттуда. И его никто не имеет права арестовывать. Так заложена структура этой организации. А если мы говорим об этом, а этот человек представляет эту структуру, и мы не должны исходить из того, что он хочет туда приехать, он может, или мы должны ему указывать. Другое дело, вы должны делать все для того, чтобы, если он туда приезжает, значит, он должен и к вам приезжать, и на ваши мероприятия. То есть здесь уже работа дипломатов. Да? И я так думаю, российская дипломатическая машина постаралась по максимуму организовать это мероприятие чисто как по форме. Но по содержанию, если мы говорим формы и содержание, то содержание там больше информационного и больше чисто идеологического, больше пропаганды, нежели та форма, которую они хотели показать. Типа вот это и
объединение, это, так сказать, единый центр, который альтернатива «семерке». Это не альтернатива «семерке», но это можно говорить о том, что есть предтеча к тому, что мир однозначно уже однополярным не будет, и он даже не будет двуполярным, а он будет, скорее всего, многополярным. И вот эти страны, которые там объединились, они, в принципе, пока там собрались все те, которые хотели бы об этом многополярном мире. Но они не будут все находиться в этом центре. Может быть, они разделятся еще на несколько центров, которые и будут составлять этот многополярный мир. Резюмируя, просто подходите к этому спокойно и без напряжения, потому что это никак не отразится на вашей войне, потому что все те, кто там присутствовали, это не их война, это война в первую очередь России против западного мира. В эту войну две страны, которые вовлеклись, это тот же Иран и та же Северная Корея, но это совершенно не на том уровне, который могут поменять ход этой войны. Ход этой войны могут поменять, если на стороне России будет кто-то из тех стран, кто основал этот БРИКС, а они близко даже к этой войне не подойдут. Ни Китай, ни Индия. Господин Нус, также хотел бы вспомнить высказывание главы комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США. Это республиканец Майкл, Тернер. Он сказал, что если военные Северной Кореи, о которых мы много в последние дни говорим, все-таки вступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность прямых военных действий. Насколько такие заявления политические или насколько это может все-таки быть реальностью и как аргумент России дважды, как минимум, подумать перед тем, как вводить войска Северной Кореи? Россия захочет эти войска вести, она их ведет. Эти войска не играют никакой роли, они не будут играть никакой роли, это не в таком количестве, еще неизвестно, они войдут или не войдут, но идет большой информационный шум, и очень правильно, что этот информационный шум подняли именно украинские разведчики, и в первую очередь здесь важно, как Украина будет в этой тематике работать с Южной Кореей, потому что Южная Корея сегодня одна из самых мощных стран в области поставок артиллерийских боеприпасов, да, то, что нужно вам, и поэтому, если даже это произойдет, а это, скорее всего, произойдет в плане того, что вот сейчас они на Дальнем Востоке, потом они еще где-то будут. За этим внимательно надо следить. Но это не то количество, которое может как-то повлиять на результаты этой войны. Да? Но это будет хороший повод для того, чтобы Южная Корея пересмотрела бы свое, так сказать, пассивное участие в помощи той же Украины, конкретно боеприпасами. Это первый вопрос, который здесь очень важный. Что касается второй части того, что заявил председатель комитета Тернер, то это рассматривайте через призму предвыборной кампании здесь в Соединенных Штатах Америки, потому что это на самом деле просто слова, брошенные в воздух, потому что посмотреть, что говорит кандидат от республиканцев Дональд Трамп, его кандидат в вице-президенты, и их поддерживает тот же Тернер и вся команда республиканской партии. И то, что сказал Тернер, не соответствует всему тому, что говорит Дональд Трамп и Джей Ди Венс. Да? Поэтому делайте вывод, что это просто слова, сказанные в воздух для того, чтобы понравиться кому-то, который хотел бы, чтобы и с республиканской стороны были бы слова в поддержку Украины. Я не верю ни одному слову ни Камала Харрис, ни Дональда Трампа, сказанные вот во время этой предвыборной кампании касательно любой тематики и, в первую очередь, касательно внешнеполитических инициатив. Все, что они говорят, это лишний раз подтверждает правильное слово Бисмарка. Никогда так в жизни не врут, как перед выборами, во время войны и после охоты. То есть, это как раз тот самый случай. Такого вранья, такого количества лжи, которое сегодня выплеснулось в информационное поле США во время этой предвыборной кампании, я за 20 с лишним лет моей жизни в США еще не встречал. И барометр этого противостояния дошел до того, что половина страны сегодня не пойдет на выборы. Половина страны просто им плеваться хочется от уровня этой лжи, и они не хотят принимать участие в этой лжи. Просто им приходится выбирать между худшим и еще худшим. А кто из них худший и еще худший? Вот вопрос, который придется ответить 5 ноября. Да? Поэтому не воспринимайте серьезно все, что сказал. Говорит тот или иной кандидат, представитель той или иной партии за ближайшие 2 недели на ту или иную тему. Это не будет иметь никакого значения.
Но все же, господин Инус, вспомню высказывание Трампа. Вот вы сейчас меня предупредили подобные вещи не вспоминать или не оценивать, но все же Трамп сказал в интервью в преддверии выборов 5 числа, что он предупреждал Путина, что он ударит по Москве, если тот нападет на Украину. Я прекрасно понимаю, что это выборы, высказываний очень много, как вы вот сейчас вспомнили, за последние 20 лет такого не было, но все же я хотел бы перевести вопрос в другое немножко смысл. Трамп, глава Белого дома, и Камала Харрис, глава Белого дома. Кто на этом посту будет более непоследовательным, более тот, кто может удивить как и Украину, так и Путина? Украину никто не удивит из них двоих, потому что Камала Харрис будет продолжать то, что делает Джо Байден. Это однозначно. Не надо самообманываться. Просто будут исходить из той ситуации, которая будет на тот момент, когда будет президентство. Да? Вот, потому что и Камала Харрис, и все члены ее команды, это выходцы из команды Байдена, и все выходцы команды Байдена, это выходцы из команды Барака Обамы. То есть это одна команда. И у них одна политическая платформа, как касательно внутри страны, так и внешнеполитическая. Просто это меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Мы смотрим сейчас на эту политическую конъюнктуру и понимаем, что в целом эта политическая конъюнктура требует политической воли. Этой политической воли нету ни одного лидера демократической партии. Поэтому они вот так вялотекуще будут продолжать эту линию. Типа вот перезагрузка, да? И поэтому они будут искать момент пойти на эту перезагрузку. Теперь с кем они пойдут на эту перезагрузку? С той же Россией, с Китаем или через Китай с той же Россией. То есть они будут смотреть на эту ситуацию. Они же, вы видите, все делают для этого, чтобы пойти на какую-то сделку. Вы мешаете. Вы мешаете, потому что вы не соглашаетесь с этой судьбой мальчика для битья, как это было после 2014 года. И это вызывает негатив в информационном поле на Западе в огромном количестве. Но это, с другой стороны, они его не могут публично высказывать так сильно. И поэтому вы имеете определенный успех. Вы имеете определенную поддержку. Но насколько этого будет хватать, да, это будет зависеть от политической конъюнктуры и от того, как на самом деле вы будете стоять крепко, как у вас внутри консолидация общества будет. Это очень важный фактор. Многие у вас в Украине по сегодняшний день этого не понимают. Чем слабее будете вы внутри, тем больше на вас будут наезжать. Чем сильнее будете вы внутри, тем меньше они смогут на вас наезжать. Вот результат за эти 2,5 года вы увидели. Если бы в самом начале сдались бы или слабость проявили бы, вы всего того, что вы получили, этого не получили бы. У вас были бы уже новые Минские соглашения, и эта территория больше вам никто и не вернул бы никогда. А сегодня вы стоите, и поэтому пока эти разговоры есть. И вот ваш президент продолжает эту атакующую политику. Это правильная политика. И поэтому вы сегодня в повестке дня, с вами это считается. Другое дело, это устраивает эту нынешнюю администрацию? Нет. Значит, Камала Харрис будет продолжать эту политику. Шаг вперед, два назад. Вот. Они не сторонники эскалации. Дональд Трамп, он не скрывает. Он не скрывает это. Ведь все разговоры о том, что при нем не было войны. Да, при нем не было войны. А кто будет заводить эту войну? Потому что Россия при нем имела эту оккупированную территорию. Она имела ее оккупированную. И никто тогда со стороны той же Украины не претендовал на то, чтобы начать эту войну. Тогда, в этой ситуации. Да? Ну и так это ситуация 24 февраля 2022 года. Да? То есть в этом плане. Это же не успех Дональда Трампа. Это не успех той же Украины, если на то взять. Да, это не успех той же России. Да, это с точки зрения Америки, если мы говорим про Америку, американского избирателя, здесь огромное количество людей, которые говорят: да мне до лампочки, что там между Россией и Украиной творится. Меня интересует все, что касается внутри моей страны. И Дональд Трамп на этом играет. Он говорит: make America great again. Нас интересует граница, нас интересует экономика. Он говорит о политике изоляционизма, об отцах-основателях, которые создавали эту Америку, об этом. Вот это его идеологическая платформа. Она пользуется популярностью в этой стране. Половина этой страны желают его победы, половина страны и желают той. Но это я имею в виду из тех, которые определившиеся, да, избиратели. А если мы говорим просто обо всех гражданах Америки, половина вообще не хочет. Вот половина их не хочет, а вот за этой половины, которая желает, они разделились пополам. И они разделились пополам по партийному признаку. И 43 штата уже определились.
И они почти половина на половину разделились, да, на красных, на синих. Все. А теперь вот эти 7 штатов, как они будут действовать? Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Невада, Джорджия. То есть вот эти штаты, которые есть. Сейчас вот они с утра до вечера там катаются, лепят Горбатова, то есть лгут на полную катушку, обещают манную небесную, да. Но будет это так, конечно, этого так не будет. Тот же Дональд Трамп вот только, например, вообще молчал всю предвыборную кампанию, а сейчас вдруг даже заговорил, потому что позавчера президент Байден направил письмо президенту Азербайджана и направил туда спецпосланника Карпентера, да, письмо для того, чтобы поддержать, то есть, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. И вдруг Дональд Трамп сегодня на эту тему тоже высказался. Потому что он видит, что его эта тема совершенно никогда не интересовала. Но если на эту тему он говорит, значит, он должен сказать. Они же следят, на какую тему говорит сегодня Камала Харрис. На тему границы он что-то скажет, на тему абортов он что-то скажет. То есть, именно они идут сейчас ноздря в ноздрю, поэтому им нужен каждый голос. Каждый голос, который может отразиться на российско-украинской тематике, на ближневосточной тематике, на постсоветском пространстве, где-то, да, вот спекулятивная сеть эти темы, они вот на эту тему говорят. В реалии как это будет действовать? Они ничем далеко не будут отличаться от того, как они действовали. И поэтому политика Дональда Трампа касательно постсоветского пространства, она будет именно на том уровне его понимания, как он хочет. Он заинтересован эту проблему загнать вовнутрь. И он имеет в виду, что он эту проблему сможет решить, потому что он с российским президентом легче это договориться, чем с украинской частью, потому что он на украинскую часть давить не сможет. Для того, чтобы на украинскую часть давить, он должен просто открыто сказать: я вас больше поддерживать не буду. А Америка позволит этому? Это же не решает президент. Здесь еще и Конгресс. Здесь есть еще общественное мнение. Америка, наоборот, это может вызвать дополнительный всплеск, и у него будут огромные проблемы, которые не позволят ему вот эти 4 года его каденции провести так, как он хочет. Вспомните его предыдущие 4 года. И поэтому он это все понимает. Поэтому то, что он сегодня это говорит, это не говорит о том, что он это может реализовать. Но с точки зрения того, что это не его война, его она не интересует, это гадалки ходить не надо. Поэтому и то, и другое плохо. А теперь, который из этих хуже, вот выбирать придется американским избирателям. Да, когда это произойдет, надо будет посмотреть на первые действия. Но я не вижу ничего хорошего для постсоветского пространства, будь то будет Камала Харрис или тот же Дональд Трамп. Это я хочу, чтобы мы не строили бы иллюзий, потому что когда выходят какие-то эксперты, опять же, которые тянут рубашки или на республиканскую часть, или на демократическую, они просто нагло врут. Это неправда, потому что этого не может быть. Потому что и те, и другие наплевали на эту тематику. Потому что и те, и другие виноваты в этой тематике. Если быть честно, больше виноваты демократы. Потому что если мы говорим, например, о украинской тематике, но если мы хотим сказать честно про тему постсоветского пространства, то на сделку с той же Москвой начал Джордж Буш отец, когда не хотел развала Советского Союза, продолжил очень сильно Билл Клинтон, уже демократ, сдал ему и вас заставил отказаться от ядерного оружия. Очень сильно после 11 сентября 2001 года пошел на хорошие отношения с нынешним президентом России именно Джордж Буш-младший. И именно он же закрыл глаза на агрессию в августе, потому что он был тогда президентом. А эту же политику продолжил под названием перезагрузки уже демократ Барак Обама. То есть, видите, республиканец-демократ. То есть, ничего не изменилось, по большому счету. Да? Предательская позиция постсоветскому пространству, заигрывание с Кремлем и сдача интересов этой всей территории именно Кремлю, да, в этом плане. И они спокойно на этом делали деньги. Пока это не уперлось именно в вас 2,5 года тому назад. Потому что в 2014 году вас сумели спокойно заставить без единого выстрела сдать тот же Крым, и началась бойня в Донбассе. Поэтому вы это все понимаете и не стройте иллюзий. Да и когда вы задаете этот вопрос, для вас ни тот, ни другой, лично для вас, для Украины, ничего хорошего не сулит. Просто из двух зол меньше. Да? Ну, какое зло меньше, ну, выбирать вам самим. Потому что при вас, при Дональде Трампе войны не было, но аннексия оставалась. Поэтому, если придет снова Дональд Трамп, войны может не быть. Но, как он и говорит, он же это не скрывает.
И он остановит эту войну за счет вашей территории. И не только тут уже будет Крым и Донбасс, а еще добавится кое-что из тех, которые сегодня также аннексированы. Вот эта позиция того же Дональда Трампа. Устраивает она вас или нет? Что делает Камала Харрис и Джо Байденом? Они, если бы хотели бы, чтобы вы освободили бы и Запорожье, и Херсон, и тот же Донбасс, и тот же Крым, они бы давали бы вам не 5% бюджета Пентагона, давали бы 10-15%. И они тоже этого не делают. Значит, получается, они используют плацдарм под названием Украина для того, чтобы ослаблять ту же Россию и держать ее на крючке. Как это происходило с Советским Союзом касательно афганской авантюры, да, с 79 по 89 год. Я вам с первого дня этой войны эту параллель проводил, и сегодня могу это лишний раз подтвердить. Это тактика этого Запада во главе Соединенных Штатов Америки. Просто в зависимости от того, кто здесь в Белом доме, роль той же Европы увеличивается. Потому что если Дональд Трамп, это головная боль для той же Европы, и Европа поэтому пришла сегодня в движение. Вот все то, что в Европе пришло в движение, это в первую очередь от страха того, что здесь может прийти Дональд Трамп, и им придется самим раскошеливаться и заниматься безопасностью и экономической, политической и военной безопасностью Европы по многим вопросам им самим, а не находиться под зонтиком США, как это было 80 лет. И это вам, с одной стороны, выгодно, да, потому что благодаря этому они волей-неволей из чувства самосохранения будут вами заниматься. Поэтому вот в комплексе надо смотреть на эту предвыборную кампанию за США, а не так, кто хороший, кто плохой. Поэтому я не устаю вам это говорить. Это все зависит от того, какие у вас приоритеты и что вы хотите. Точно так же в Израиле, точно так же на Южном Кавказе, точно так же в той же Грузии, в той же Молдове. Посмотрите на референдум в той же Молдове. И этот референдум, если проводился бы, например, 3 года тому назад, до полномасштабной агрессии России против вас, акции Майя Санду были намного выше. Акции сторонников евроинтеграции были намного выше. Видите, они куда? Потому что в Молдове они смотрят, что происходит в Украине, как ведет себя Запад. Несмотря на то, что у них нет прямой границы с той же Россией, заметьте, пророссийские настроения увеличились там. Потому что они понимают, они боятся. Да? Они боятся поведения Запада, не сулит им ничего хорошего. Теперь посмотрите на Грузию. Выборы будут там 26 числа, вот в это воскресенье там произойдут выборы. И посмотрите, как там точно такое же отношение. А почему? Да потом просто, во-первых, они помнят август 2008 года, и сейчас они смотрят на то, что происходит на Украинском фронте. Они боятся России, они не доверяют тому же Западу. Вот и поэтому сегодня там происходит вот такой всплеск недоверия и разброд и шатание. И грузинское общество также разделилось, как и молдавское общество разделилось. Вот, вы были в таком же состоянии. И просто на вас уже сегодня напали. И ваше главное ахиллесово пята – то, что вы никак не можете собраться и понять, что если вы не соберетесь внутри своей страны, тогда вас никто защищать не сможет. А если вы соберетесь внутри своей страны, тогда вы однозначно защитите свою государственность, свой суверенитет, и у вас есть гарантия того, что в перспективе вы вернете территориальную целостность, потому что вы с волей-неволей будете защищены той системы безопасности, которую вот сегодня мы видим зачатки этой системы безопасности в Европе. И я не думаю, что БРИКС и Россия смогут что-то реальное противопоставить этому, если они на самом деле в Европе начнут этим заниматься. Просто это все в таком сегодня состоянии, да, и это может маятник качнуться или в ту, или в эту сторону. И поэтому выборы в Соединенных Штатах Америки играют большую роль. Но, опять же, не надо слепо думать о том, что судьба Украины сегодня напрямую зависит от выборов в Соединенных Штатах Америки. Судьба Украины зависит сегодня от украинского общества, украинского народа, от всего истеблишмента и от украинского солдата. Если у вас в стране будет мобилизация настоящая, если у вас будет военное положение, если у вас те люди, которые по 6 миллионов наличными находят в квартире за то, что он давал чиновник справки, чтобы комиссовались там десятки тысяч людей, если эти люди будут сидеть не в тюрьме, а у вас будет штрафбат, и внутри этого штрафбата будут десятки тысяч вот таких негодяев, и это будут видеть на Западе. Вот видите, в России уголовников в тюрьму берут, дают им бешеные деньги, и они идут на эти мясные атаки. А на вашу страну напали, да? А у вас нету ничего того, что будет мотивировать. В первую очередь, и взяточник, как был, и взяточником остался в этой среде. В советское время за это расстреливали. А этого негодяя вы расстреливать не будете. Его, может быть, посадите в камеру, а потом за какие-то деньги через других взяточников он комиссуется, больным будет. И все. То есть, получается, что для одних это война украинцев, а для других людей это не война. А сотни тысяч, которые призывного возраста катаются по всему миру,
Они есть по всему миру, и здесь в Америке в том числе. Как такое может быть? Поэтому давно настало время вводить военное положение в Украине. Однозначно. Потому что это война не какой-то части народа, это должна быть война всего народа. Понимаете? Это война всего. Это не война президента Зеленского. Это не он начинал эту войну. Эта война началась в 2014 году, понимаете? А если брать глубже, с 1991 года по сегодняшний день во всем то, что происходит у вас там, виноваты все президенты Украины. От первого до последнего, потому что в той или иной мере, если вы занимаетесь большой политикой, так вы должны понимать, что такое большая политика, а не вот так пожарным методом, как сегодня это происходит. У вас только сейчас строится государство. Вот только сейчас до вас всех дошло, что такое построить государство и как его спасти. Но это очень трудно делать, когда дома такой пожар происходит, и когда идет такой разброд и шатание, и когда нет единения внутри самой нации. И поэтому я поддерживаю план победы, который предложил президент Зеленский. Вроде бы публично его и поддержали, но насколько это внутри страны это будет иметь. Когда видишь вот на то, что как генеральный прокурор подает в отставку, когда видишь на то, что какие взятки там берутся, и не видишь ни штрафбата, ни расстрелов, ничего такого, а разговоры идут только о демократии, ни одна демократическая страна войну такого масштаба не выигрывал. Потому что для того, чтобы выиграть такую войну, однозначно нужно военное положение. На секунду оставьте эти демократические принципы, потому что здесь надо действовать по законам военного времени. А у вас этого нету. Поэтому это надо показать. Таким образом вы усилите ваши позиции и на Западе в том числе, и в США, и в Европе, потому что они увидят, что нет, эта нация объединилась, эта нация доверяет своему президенту, своему руководству, понимаете, и они будут стоять до конца. Поэтому они вынуждены будут вас поддерживать. А если вы будете продолжать вот эти игры в демократию, перспективы не очень радужные. Извините за честность, за жесткость, но я с первого дня с вами в окопе информационной войны, поэтому я старался быть с вами всегда честным, и я не собираюсь здесь на белое говорить черное, на черное белое, потому что все плюсы вашего вижу я, и я должен говорить и об этих минусах. Давайте не будем заниматься ура-патриотизмом и недооценивать ситуацию. Просто я думаю, что президент Зеленский уже давно снял розовые очки. Я это регулярно подчеркиваю. Вижу, что он совершенно другим человеком стал. Но он один, и все те, которые вокруг него, эту ситуацию не вытянут, если вся нация не объединится. И вся нация это не будет это демонстрировать. Я этого в информационном поле не вижу. Господин, ну, за это не извиняться нужно, за это нужно вас благодарить. И благодарю вас за этот разговор, и спасибо, как всегда, за то, что вы четко расставляете акценты и предлагаете не одевать розовые очки, а даже иногда их снимать. Спасибо большое. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Нагадаю, нашим глядачам, з нами був політолог зі Сполучених Штатів Америки Реміс Юнус, а також екс-керівник уряду апарату Азербайджану. Ви ж поставте свій лайк, прокоментуйте, підпишіться і, звісно ж, поділіться нашою розмовою.